Всем привет, дорогие друзья! Сегодня будем готовить невероятно вкусный пирог цитрус. Готовится он очень легко и из самых простых продуктов, даже без яиц. В этом пироге рассыпчатое песочное тесто и ароматная насыщенная начинка с лимонами, апельсинами и мандаринами. Она просто как нежный мармелад, придает пирогу незабываемый вкус. Для всех любителей выпечки с цитрусовыми этот пирог – настоящая находка. Так приятно выпить с ним чашечку чая. Его можно подать не только к вечернему чаепитию, но даже к праздничному столу. Рекомендую его приготовить и попробовать. Выпекать мой пирог я буду в круглой форме. Ее диаметр по дну 24 см и кверху диаметр составляет 28 см. Беру большой кусок пергаментной бумаги и сомну его. Таким образом она очень хорошо распределится по форме. Для приготовления песочного теста мне понадобится в отдельной миске смешаю сметану, яйцо и экстракт ванили. В миску просеиваю муку и разрыхлитель для теста. Добавляю соль и всыпаю сахар. Хорошо все перемешиваю. На крупной терке натру масло. Масло окунаю в муку и натираю. Периодически натертое масло перемешиваю с мукой. Всю массу тщательно перетираю до получения однородной крошки. Делаю углубление. Вливаю сюда сметану с яйцом. Замешиваю тесто. Слишком долго вымешивать это тесто не надо. Посмотрите в итоге, какое тесто должно получиться. Очень нежное, мягкое, вместе с тем не прилипающее к рукам. Отделю небольшой кусочек теста, примерно 1/4 часть. Переложу ее в пакет. Этот кусочек я отправлю в морозильную камеру на полчаса, а большую часть теста я выложу в форму и распределю ровным слоем, делая небольшой бортик. Высота бортика у меня получается примерно 1,5–2 см. И сейчас форму с тестом я отправлю в холодильник, также примерно на полчаса. Для приготовления цитрусовой начинки мне понадобится с апельсина срежу кожицу, мне понадобится только мякоть. Я срезаю кожицу таким образом, чтобы убрать всю вот эту белую часть, которая горчит. И теперь я вырезаю мякоть апельсина из вот этих вот пленочек. У апельсина эти пленки довольно толстые, поэтому я их использовать не буду. И из этих перегородок я сок просто выдавливаю. Мякоть апельсина вместе с соком отправляю в чашу блендера. Мандарины также очищаю от кожицы. У меня в мандаринах попадаются косточки, поэтому я их разделяю, и косточки надо удалить. У меня в каждой дольке мандарина примерно по 2–3 косточки. Мандарины также отправляю в чашу блендера. Снимаю с лимонов цедру лимона, только верхнюю желтую часть. Снимаю прямо в чашу. Теперь с лимонов срезаю всю кожуру, прямо до мякоти, так как именно вот эта белая кожура, она горчит. У меня лимоны очень толстошкурые. Вообще во Вьетнаме купить такие желтые лимоны – это большая удача. Обычно продаются только лаймы. Из лимонов надо также удалить все косточки. Вот эти перегородки я тоже срезаю. Добавляю лимоны в чашу блендера и все измельчаю. Ароматную цитрусовую массу переливаю в сотейник. И как видите, сотейник я сразу поставила на весы. Вес цитрусовых получился примерно 500 граммов. Добавляю в сотейник сахар и всыпаю крахмал. Лучше всего использовать кукурузный крахмал. С ним начинка будет вкуснее. Хорошо все перемешиваю. Ставлю сотейник на плиту и при постоянном помешивании проварю все до загустения. Фактически готовим такой цитрусовый кисель. Аромат стоит просто потрясающий.
Кстати, количество сахара вы можете корректировать по своему вкусу, в зависимости от того, какие у вас лимоны, мандарины и апельсин. Масса закипела, пошли пузыри. Проварю ее еще буквально полминуты. Огонь можно сделать тише. Снимаю с плиты и продолжаю помешивать, так как кастрюля еще горячая. Переливаю начинку в миску, чтобы она быстрее остывала. Закрываю сверху пищевой пленкой, причем пленку опускаю прямо в контакт, чтобы не образовывалась корочка. И оставляю до полного остывания. Форму с тестом я достала из холодильника. Тесто вот так вот застыло. Начинка полностью остыла. И я ее выкладываю сверху на тесто. Хорошо все разравниваю. И теперь на крупной терке натру меньший кусочек теста, который я достала из морозилки. Стараемся распределить тесто ровным слоем. При желании пирог сверху можно украсить дольками апельсина и лимона. Сверху дольки лимона слегка присыпаю сахаром. Отправляю пирог выпекаться в хорошо разогретую до 180 градусов духовку примерно на 30-35 минут. Конечно, вы смотрите по своей духовке. Форму я ставлю на средний уровень, включен верх и низ. Готовность пирога проверяем по его внешнему виду. Он должен красиво подрумяниться. Сейчас пирог я оставляю остывать прямо в форме. Остывший пирог извлекаю из формы. Сверху по желанию его можно присыпать сахарной пудрой. Я просто обожаю любую выпечку с цитрусовыми. Она такая ароматная. Пробую. В этом пироге великолепное рассыпчатое песочное тесто, а начинка просто самый настоящий мармелад из цитрусовых. Здесь чувствуется и кислинка лимона, и аромат мандаринов и апельсина. Как же это вкусно! Я всем рекомендую приготовить и попробовать. Я желаю вам приятного аппетита, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Делитесь этим новым видео с вашими друзьями в социальных сетях. Подписывайтесь на мой канал Люда Изи Кук Позитивная кухня. Всем пока!